Следующей остановкой в нашем путешествии был Сеул, и мы уже на борту начали погружаться в корейскую культуру. Нам принесли красное винишко, рис, мясной бульон и главное блюдо бибимбап, также какие-то фрукты, маринованные огурцы и острую пасту. Хотя мы довольно много летаем, этот обед был действительно один из самых вкусных. Респект Korean Air за такое плавное погружение в мир корейской кухни. Приземлились в аэропорту в Сеуле. Конечно же, все люди либо с паспортами, либо с резидентскими карточками. Первый раз такое, чтобы не было никого вообще. Идем, просто никого нету в очереди. Но это хорошо, потому что уже почти 12. Хочется спать. Не будем хоть долго стоять. Молниеносно прошли паспортный контроль, и сразу там же нас поймала бдительная работница аэропорта. Попросила удалить снятое видео. Удалить-то мы удалили, но про восстановление из удаленного никто ничего не говорил, так что пользуемся современными технологиями дальше и идем заказывать такси. Видишь, если там со всеми прибамбасами, и можно выбрать тут степень яиц, короче, прожарки там все такого. Scrambled soft, scrambled hard. Наверное, scrambled hard делать. Не знаю, потому что разница. Сразу заказываешь и оплачиваешь. Мы решили сразу взять проездной на метро, самый простой и популярный транспорт в Сеуле. Проездной на 5 дней обойдется вам в 15 тысяч вон, или 15 канадских долларов. Да, пересчет стоимости для нас был максимально простой во время этой поездки, потому что 1 канадский доллар стоил ровно 1000 вон. Проездной, однако, оказался не безлимитный, как мы выяснили позже, им можно пользоваться только на номерных линиях метро, их всего 9. На все другие, например, чтобы добраться до аэропорта, нужно покупать отдельный билет. На самом деле, чтобы посетить все туристические места, и этого проездного вполне достаточно, особенно если передвигаться в основном в центре города. Очень широкие вагоны. Если в России ты стоишь между, получается, креслами, то ты уже практически свой рюкзак ставишь на коленку сидящему, то здесь 3 раза шире, чем одна скамейка. Когда мы планировали поездку, на удивление оказалось очень мало толковых видео на ютубе с рекомендациями и путеводителями. Причем искали мы в основном в англоязычном ютубе, и насобирав из разных источников рекомендаций, я стал добавлять все в закладки на Google картах. Все оказалось не так-то просто. И не случайно все в роликах давали ссылки на разные места на сайте Naver Map, но я на это особого внимания не обратил. Подумал, ну удобнее так чувакам, просто я привык к Google картам, кто-то привык к другим картам. Все стало ясно, когда я попробовал построить маршрут в Google картах, но из этого ничего не вышло. Маршрут не строился, да и карта выглядела как-то странно и пусто. Полез гуглить, в чем дело. Оказывается, Корея в Google картах загружена просто растровой картинкой, а иностранной компании, то есть Google, данные о геолокации не передаются из-за какого-то там государственного закона. Пришлось осваивать новое приложение, так что учтите этот момент, если будете планировать свою поездку сюда. Первым делом мы отправились, конечно же, смотреть дворцы, и начали с Кёнбокгун. Это самый известный из них. Мы приехали в Корею в разгар праздника Чхусок. Это один из главных национальных праздников в Корее, отмечают сбор урожая и поминают предков. Короче, такой микс Сабантуя с родительским днем. Все отдыхают 3 дня и традиционно стараются уехать из города, чтобы навестить родственников в деревне. По Сеулу на самом деле особо не было заметно, что народу мало. Наверное, многие воспользовались выходными и наоборот, приехали сюда из других городов, чтобы погулять. Очень много людей арендуют такие традиционные корейские костюмы, наряды. И я что-то, если честно, не знаю, как к этому относиться, потому что это выглядит немножко странно. То есть, когда, извините меня, темнокожие, индусы, европейцы надевают эти костюмы, смотрится немножко нелепо. При том, что я не уверен, что местные очень много носят их до сих пор. То есть это я понимаю, когда надевают папаху и этот традиционный грузинский наряд, потому что местные часто там еще до сих пор носят, да, кто-то бывает это все дело. А здесь
Ну, как-то немножко странно выглядит, если честно. Но это прям очень популярно, то есть... Вот, пожалуйста, посмотрите, как это выглядит, да? Мы прошлись по территории Кёнбоккуна и двинулись дальше. На самом деле я добавлял и другие дворцы в список к посещению, но мы оказались не такими большими фанатами такой архитектуры, поэтому решили, что в целом представление получили и в другие дворцы уже не пойдем. Мне, если честно, даже постройки на территории Кёнбоккун показались все одинаковыми. Поэтому дальше мы пешком двинулись смотреть еще одно популярное туристическое место, которое называется Букчон Ханок Вилледж. Это относительно небольшой райончик, где были сохранены традиционные корейские домики, которые как раз называются Ханок. А Букчон переводится как «северная деревня», потому что находится в северной части Сеула. Все эти домики строились на протяжении веков, начиная с 14 и вплоть до конца 19 -го. Этот райончик решено было сохранить в, так сказать, первозданном виде. Эти домики не сносились, а реконструировались в том числе с целью привлечения туристов. Сейчас здесь много культурных центров, гостевых домов, ресторанов и чайных домов. Здесь также есть Сеульская академия кимчи, где можно познакомиться с процессом его приготовления. Ну и это одно из самых популярных мест для проведения различного рода фотосессий, конечно. При всем при этом здесь по-прежнему проживает около 4000 человек, многие из которых не особо довольны количеством туристов, снующих везде и снимающих все подряд, ну совсем таких как мы. Поэтому здесь запрещено шуметь или ходить туристическими группами больше 10 человек, чтобы лишний раз не раздражать резидентов. Итак, пришли мы заказать свежевыжатый сок. Здесь не переключается на английский, к сожалению, автомат для заказа. Короче, Google переводчиком пытаемся посмотреть. Не знаю, видно или нет, но один из них показывает, что это чай Чаншуо Миза, неделя трансвеститов. Но если неделя трансвеститов, то это по-любому такое надо брать. Вот так вот. Ну все, берем. Чувак делает какую-то хрень. Это местный Арбат. И тоже, наверное, еще встретим ни одного такого, который занимается какой-то херней. Он что-то жонглировал. Что-то сейчас делает с каким-то светящимся шаром. Непонятно. Ой, какая топовая анимация там на фоне у них. Ё-моё. Еще и на каждом столе получается свой крантик с пивасиком. Великолепно. Что может быть лучше? Мы сейчас подходим к каналу, который называется Чонгечон. Я, может, неправильно произношу, ну ладно, короче. Загуглите, прочитайте сами. Здесь была раньше магистраль, автомагистраль, ее разобрали, сделали такое городское пространство уже много лет назад, озеленили, и получается сейчас такое здесь место для прогулок бомбовое, протянулось на довольно большое расстояние, что-то 11 что ли километров, вдоль получается дорожка, велодорожка, тротуарчик. И вот такая прогулочная зона. Очень классно. Блин, как классно сделано. Просто великолепно. Вместо того, чтобы это была дорога, получается, вот от того края до того края, шириной там 30-35 метров, они оставили просто одну полосу в одну сторону, одну полосу в другую. Становимся немножко Варламовыми. Ну, это, по сути, реально охеренная тема. Просто кайф. С обратной стороны сейчас покажу еще.
Ну, то есть посреди таких высоких домов, многоэтажек, стеклянных, всего этого неживого, бездушного, иметь вот такое общественное пространство, это просто великолепно. Реально очень круто. Я не знаю, правда, ручей сам естественного происхождения или сделанный человеком. Очень круто. Корейцы молодцы. Отличное место, чтобы взять снеков и покушать здесь, например, что-то такое взять. Мы решили прогуляться вдоль этого как раз таки ручейка. Это называется Seoul Outdoor Library, то есть это библиотека под открытым небом сеульская, какая-то сходка у них тут. Вот, у них стоят коробочки с книжками. Они что-то книжки листают, некоторые залипают в телефон. Прикольно. А вот там, кажется, начало этого самого ручья. Он начинается отсюда и идет на 11 километров. Так, а нам нужно здесь дорогу перейти, потому что нам на ту сторону нужно. Встречали частичку Канады в Сеуле. Тим Хортонс. Причем я почти уверен, что он здесь намного круче, чем то, что есть в Канаде. Нет, в Канаде тоже нормальные есть, но это же фастфуд. Сетевое фастфудное заведение. А здесь он, скорее всего, единственный. И так как это витрина своего рода канадская в Сеуле, то я думаю, что он бомбовый. Какая-то лютая движуха происходит на площади перед городским зданием администрации. Сити-холл, городское здание администрации. Ну, все ходят, я думаю, можно. Что происходит, я не понимаю и не знаю. Короче, здесь происходит фестиваль уличного искусства, поэтому вся площадь перед Сити-холлом забита народом. Все тусят и танцуют и кутят. Сам Сити-холл, получается, состоит из двух зданий. Одно старое, и к нему пристроено такое современное стеклянное. В принципе, смотрится довольно органично вместе. Вот это, по-моему, Сеул Плаза называется площадь. Первый вечер в Сеуле мы пришли корейское барбекю, конечно же. Для любого сахалинца это не будет чем-то удивительным, потому что практически каждый пробовал корейское барбекю на Сахалине. Вот сейчас посмотрим, какое качество мяса и всего здесь. Принцип такой же. Сейчас принесут мясо, берем ассорти и самостоятельно будем жарить. Это, получается, опускается, и это вытяжка. Ну, вон, у нас у соседа уже здесь процесс идет. Так, что же у тебя там такое принесли? Давай рассказывай на столе, что у нас есть.
Дальше что? Угли принесли. Так, угли принесли. Всякие закуски, кимчи. Вытяжка готова. Я не знаю, папоротник или что? Редька? Редька. Ну, кимчишечку можно экстра, конечно, взять было бы. Это какой-то бульон с тофу. Это кимчи бульон. А вот принесли еще и тарелочку ассорти мяса. Сет на двоих. Ну что, будем приступать к жарке. А, и пивчик, кстати, вообще бомбовый. В 2 раза дешевле, чем Асахи. Еще и бутылка 0,5 вместо 0,33. И великолепно. Так, все, вооружились. Приступаем. Очень вкусно. Очень вкусно. По сравнению с китайской едой, ни в какое сравнение не идет, конечно. Ну, надо сказать, что по сравнению с той китайской едой, которую мы ели, а не с любой, потому что выборка у нас маленькая. Просто невероятно вкусно. Так, мяско у нас тут жарится. Ну, еще долго. Ему еще жарится долго. Сейчас мы перевернем, потом будем нарезать. Ой, надо опустить пониже, наверное. Да. Не. Все. Нормально. Немножко показать обстановочку. Великолепие. Мясо нежнейшее, отличное. Приготовлено великолепно. У нас уже пошла вторая партия. Дамплинги уже скушали. Вот. Еще не притронулись особо к супам. Я чуть попробовал. Очень острый. Кимчи нудл рамен или как-то так. Короче, бульон на основе кимчи. Не знаю, с мясом или нет, скорее всего, с мясом. Не знаю, что это такое. Какие-то корешки острые. Тоже очень вкусные. Топчик, да? Короче, мы покушали. Мы не просто покушали, мы объелись. Ну, Очень вкусной корейской еды. Именно то, о чем я мечтал, когда я думал про нашу предстоящую поездку в Корею. Именно так я себе представлял, как я буду кушать здесь. Счет вышел у нас на 100 примерно, 100 тысяч вон или 100 канадских долларов. Приемлемо, не очень дешево, но как бы с учетом того, сколько мы съели, с учетом того, что это говядина, что это хорошее мясо. Вот. Нормальная цена. Чаевых тут нет, они включаются в счет уже. Поэтому супер довольная. Сейчас пойдем пешочком прогуляемся по вечернему городу до отеля. Начинаем новый день с поездки на Dongdaemun Design Plaza. Это новое общественное пространство, построенное в 2006, кажется, году. Небольшое по площади, построено по проекту известного архитектора Захи Хадид. Она отличается таким неофутуристичным стилем архитектуры. Вот так все выглядит. И в современное время сейчас это все используется в качестве выставочного центра, какие-то торговые павильоны, рестораны, общественное пространство, проводятся концерты, выставки, конференции, семинары, какие-то еще вот вся подобная движуха. Вот. Пройдемся здесь немножко, посмотрим, как это все выглядит. Стало тоже одной из мест притяжения для туристов и для местных жителей. Ну, в основном все туристы стараются сюда попасть, посмотреть тоже, конечно. Одно из таких must-see стало место в Сеуле в последнее время.
Слева музей. Справа дизайнерская лаборатория. Не знаю, что там дизайнерские вещи продают или что. Мы, наверное, пойдем направо. Если честно, пока я не до конца понял предназначение этого всего сооружения. Это что-то немного всего. Непонятно. Но мы можем и туда, и сюда пройти, сюда. Пока все максимально непонятно. Попытались зайти в арт-холл. Слишком концептуально, чтобы мы поняли. Да, попытались зайти в арт-холл, ничего из этого не вышло. Был только вход в кофейню, никаких там ни выставок, ничего не было, ничего мы не нашли. Может, мы, конечно, туповатые, чтобы найти правильную дверь, но там ее как будто бы не было. Вот, зашли потом в дизайн лэб, там не было ничего, там шел ремонт, там строили что-то, красили, что-то воняло и все такое. Зашли в музей, и вот пока идем здесь, и тоже здесь ни хрена, ни одного экспоната я еще не увидел. Ни одну еще дверь там, куда можно было войти. Идем по коридору, все двери закрыты. Может, это из-за того, что сегодня праздник и выходной день, поэтому... Что-то какие-то баллы написаны, 96 из 100. Эти плакаты не закрывают ли что-то более такое, нет? С какой-то целью. Похоже на то просто. Очень жарко и знойно. Ребятки притомились. Прилегли отдохнуть. Короткий вывод по посещению данного места. Снаружи нормально, интересно, прикольно. Внутри прикола я вообще не понял. Хотя я не сказал, что я отношусь скептически или с негативом к современному искусству. Есть некоторые музеи, где прикольно, где интересно. Здесь я вообще не понял. Вот. Может, здесь еще не до конца все открыли или что, но уже существует почти 20 лет. Как-то странно, что здесь как-то все пусто и недоделано, как будто бы. Короче, внутрь ходить нет смысла, снаружи прогуляться можно. Почему-то платформа у них не прямая. Я не знаю, в чем прикол такой. Платформа заворачивает. Ну и как в питерском, например, метро, да, в некоторых станциях ограничивающие двери здесь. То есть рельс не видно, на рельс ты не вывалишься, открывается только когда приедет поезд. Current mood. Мы отстояли кошмарную очередь на, как это называется правильно, Namsan Cable Car. Очередь была только после покупки билетов час до посадки. Хотя здесь ехать всего, по-моему, метров 200-300 всего на канатной дороге. Кошмар, ужасно. Еще стояли очередь, чтобы купить билет. Тоже минут, наверное, 15. Не знаю, надеюсь, что это того стоило. Очередь огромная. По ходу движения очереди стояли и таблички, которые показывают время примерно оставшееся ожидания. То есть мы начали с 60 минут. Итак, забрались мы наверх на Namsan Cable Car. Это было беспонтово. Если есть другие способы добраться наверх, то лучше, наверное, пользоваться ими. Потому что, по большому счету, это было не так, как ты сел в кабинку на канатной дороге и наслаждаешься видом. А это, по большому счету, большой лифт, который напихали кучу народу, и его цель, главное, чтобы доставить вас наверх. Вот. Ни хрена не видно, толкучка, и особенно это долгое ожидание, это капец. Вот. Сейчас по ступенечкам заберемся повыше до самого Тауэр. Посмотрим, как там. Продаются замочки. Офигенный бизнес. Продал замочек, потом срезал его,
И все. Примерно как монеты собирать из фонтана. Ой, нифига тут сколько этих замков-то. Вид на Сеул. Причем я раньше не знал, что Сеул окружен высокими горами, относительно высокими. Что их видно практически отовсюду в городе. Это значит, что есть хорошие хайкинг-маршруты, да, в доступной близости от города. Ну и сам, конечно, город огромный. Огромный мегаполис. А сейчас тут пройдемся, заглянем на эти замочки, сколько их здесь. Какой же это бизнес? Ну, кстати, походу не срезают, потому что некоторые замочки очень старые есть. Вон чехол от телефона с пожеланиями. Ужас. Там еще и внизу, кстати, продавались эти замки. Я сперва не понял. Ну, я понимал, что что-то есть такое, но я не знал, что столько много. Ого. Ну а вот, собственно, то, ради чего сюда и люди прут совсем. На горе здесь немножко попрохладнее стало, потому что жара в городе самом вообще кошмар и ужас. Сегодня до плюс 33, и это невозможно терпеть вообще. Особенно если в самый зной мы никуда не уходим и не сидим где-то в здании. Если мы как раз в час, в два на улице, то это вообще ужас. Это обратная сторона Сеула, которую мы еще не разведали. Получается, южный Сеул, юго-восточный. Мы тем временем приехали в Йонсе, университет Йонсе, в кампус, посмотреть, как живут студенты-мажоры. Это один из 3 самых престижных корейских университетов. Около 25 тысяч студентов, то есть довольно крупный. Вот, посмотрим, как здесь живут, как здесь учатся, как выглядит кампус у них. Сравним с нашими кампусами российскими университетов. У нас был студгородок с 5 зданиями общежития, или сколько там было. Да, 5 зданий общежития. Сейчас посмотрим, как здесь люди живут. Инженерный парк исследований, вот то здание я вижу написано. Я видела, например, Сибирский федеральный университет, кампус. Я видела ДВФУ. Дальневосточный. Есть с чем сравнить. Ну, блин, они все, конечно, Ну, ДВФУ классный. не идут в сравнение. ДВФУ-то лучший считается, один из лучших кампусов. Посмотрим, как здесь, конечно. В Москве-то нереалистично кампус такой построить. Ну, так почему реалистично? Я думаю, слушай, Бауманка или как? Нет, МФТИ в Долгопрудном же они, потому что. Вот, если бы я был корейцем, поступил бы учиться на инженера, я бы где-то вот в этих зданиях тусил бы, наверное, если бы меня сюда, конечно, приняли. Так, это инженеринг холл, а там инженеринг ресерч парк.
Пару слов про то, как был образован этот университет вообще. Как обычно, как и во многих других случаях в Южной Корее, огромное влияние американского комьюнити поспособствовало как раз таки открытию этого университета. Началось все с того, что протестантский проповедник открыл больницу, при которой была типа медицинская школа небольшая в конце 1800 каких-то годах, в конце 19 века. Вот. Позднее эта школа была объединена с другой школой, с другим общеобразовательным каким-то учреждением, открытым тоже протестантам, паломникам, протестантам из США. То есть два чувака, американца, протестанта, которые там на религиозной почве хотели проповедовать свою религию, распространять ее в мире, находились с миссией находились с миссией в Южной Корее. Тогда Корея была единая, кстати, да. Находились с миссией в Корее и открыли небольшие школы, образовательные учреждения, которые постепенно разрастались, и это привело к тому, что в 1915 году, кажется, эти две школы объединились, и появился университет Йонсэй, который стал одним из крупнейших в Корее со временем. Вот. Находится на западе Сеула, в принципе, совсем недалеко, прямо от самого центра, от самого большого дворца, самого известного. Мы на автобусе добрались минут, наверное, за 15. Вот совсем рядом. Ну и как бы чувствуется то, что влияние это как раз таки американского общества, то, что Студгородок именно таким, каким бы я его себе представлял в США. Я особо не видел много примеров, но похоже вот на то, чтобы я себе представлял. Мне кажется, что так они и выглядят в Америке. Стоянка велосипедов. Вот Тесла тоже стоит. Там мотоциклы возле инженерного холла. Там орел какой-то. Возможно, что орел это и символ университета как раз. Там написано Йонсэй, место, где мы творим историю. Просто как прекрасно и умиротворяюще здесь. Мой закадровый голос, конечно, уже заколебал. Но просто так смотреть картинку неинтересно, поэтому я буду комментировать. Вот. Зелено, здорово, современно. Ну, конечно, он был не всегда таким. Недавно прошла реновация, я так понимаю. Вот. Стало такое довольно даже популярное среди туристов место, потому что хочется прийти, посмотреть, прогуляться здесь. Понять, как живут корейские студенты, как они учатся, где они живут, как они тут это все перемещаются, все такое. Да, везде так или иначе вижу отсылки на орлиную тему, то есть я думаю, что все-таки орел символ университета. Надо будет потом перепроверить. Памятник кому-то, подозреваю, отцу-основателю, наверное, тому самому американцу. Ой, как классно деревья сделаны, обвивающие здания. Ну, не деревья, в смысле, а зелень. Это очень красиво здесь. В таком универе я бы, конечно, тоже хотел учиться. Просто офигеть. То, что нужно было. Целый день в жаре. Что, ты в шоке, сколько тебе курицы принесли? Да нет, ну, трудно будет справиться, конечно. Надеюсь, что она вся вкусная. Вот в это я не сомневаюсь, что вкусная. Вот это под вопросом, мы посмотрим.
просто настоящий KFC. Korean Fried Chicken. Как там американская Кентаки. Короче, как обычно в поездке, если останавливаешься в отеле и если не хочешь платить за стирку по цене дороже, чем стоят новые носки или футболка, вот, обычно все это дело заканчивается, чистое белье. А здесь у нас в гостинице есть, короче, комната самообслуживания в плане стирки. Можно приобрести порошок и самостоятельно загрузить в стиралочку и самостоятельно потом переложить все в сушилку. Вот у меня первая партия достиралась, сейчас я переложу все это в сушилку. Стоит, получается, 3000 вон или 3 канадских доллара примерно сушка, и столько же стоит стирка. И можно купить еще, если хочешь, дополнительно за $5 жидкий порошок, получается, для стирки. Очень топовая идея. Очень классно, что можно так сделать. У меня нет монет для того, чтобы загрузить сушку, поэтому я сейчас разменяю. Все, разменял 10 000 вон на монетки по 500. Приехали в Lotte World Mall, ну, или центр. Вот, оказывается, фонтан Треви есть. Он реально называется фонтан Ди Треви. Он реально похож. Он реально похож. Так он, я думаю, полная копия. Big Rice Cake Roll. Sausage Roll. Так, дальше что мы будем? Вот я буду такой чаби вот этот. Так. Чили пеппер крокет, а я буду чили пеппер крокет один. Угу. Так, и давай вот эти хоть положи мне что-нибудь. А вот это вот что такое? Rice cake sausage. Вот этот rice cake sausage я буду. Вот ближе к тебе. А? Вот это? Да. Такой вот наборчик на завтрак. Ну, один-двоих можно взять, да? Самое высокое здание Сеула. Ой, тут занимаются шорт-треком и фигурным катанием. Круто. Смотри, шорт-треком занимаются малышнята. Смотри, поехали, такие смешные. А там, получается, воздушный шар, типа. Катание на воздушных шарах по кругу у них сделано, вот это все. А там какие-то аттракционы, я еще видел, монорельс проехал. А вон он возвращается, красный, я не знаю, с мордой кого это он. Короче, мы туда не пошли, вход стоит дорого. Сегодня в праздничный день $60 стоит вход на одного. Мы подумали, что это, наверное, нам не настолько будет по кайфу, поэтому мы не пойдем туда. Да, кстати, Корея — это прославленный лидер в мире по шорт-треку, поэтому это тоже у них культ, конечно, здесь в этом плане. А, Лиам Галлахер? А, музыка там воспроизводится с этого, да? С установки.
также хотели заглянуть в библиотеку Starfield. Она расположена прямо в торговом центре Quakes Mall. То есть буквально по пути из Зары в H&M вы можете пройти и срезать через библиотеку. Ее открыли в 2017 году, и помимо основного предназначения, а здесь на минуточку около 70 тысяч книг, здесь проводят разные мероприятия, и она стала очень популярным, так сказать, инстаграмным местом из-за своих 13-метровых книжных полок. А это высота 4-этажного дома, между прочим. Это место мы точно рекомендуем к посещению, тем более, что много времени это не займет. Интересно, как люди здесь выстраиваются в очередь на эскалатор, чтобы их друзья сфоткали на фоне книжных полок. И как обычно, многие не понимают, что портят кадр, потому что встают тоже следом, не выдержав паузу и дистанцию. В итоге вместо вот этого получается вот это. Так, а мы добрались до храма, как называется? Темпуеса? Темпуеса, кажется. В районе Гангнам. Вот. Выглядит как и все. Но, блин, ты уж не принижай. Что, у нас православные храмы и церкви, что ли, выглядят сильно все по-разному? Собор Василия Блаженного и Спаса на Крови, вспомни. Иностранец, мне кажется, вообще не отличит. Причем это одинаково в Сеуле и в Гонконге тоже. Ну, в Гонконге немножко, мне показалось, более уникальные такие. Бонгеонса. Прям до конца было? Ну, сейчас выглянем, там что есть. Ну, такие чуваки там застекленные стоят. У нас сегодня снова плюс 33. На улице находиться долго невозможно, мы поэтому потратили много времени в ТЦшке, просто ходили, просто смотрели, что-нибудь там шопились, чуть кофеек попили. Самую жару, короче, провели в ТЦ под кондиционерами, потому что плюс 33 с асфальтом, с автомобилями и со всеми этими делами в городе, это вообще ужасно. Очень знойно. Короче, народу здесь собралось как на разведение мостов в Питере. Я не знаю, видно ли хорошо или нет на камере, но вот народ на трибунах собрался здесь. Все ступеньки, как трибуны, кстати, сделаны тут. Вот там особенно до хрена народу, вот там под мостом. Как на концерте, на рок-концерте, все с телефонами. Это называется радужное представление на Банпо-бридж. Набережная Банпо на юге Сеула. Еще типочки на водяных скутерах антураж добавляют, горцуют. А мост сам двухуровневый,
Сверху автомобили и поезда метро, а снизу, я так понял, велосипеды и пешеходы. Вообще через реку в Сеуле очень много мостов, то есть река довольно широкая, но при этом мостов не 3-4 там, а так по карте, если поглядеть, там 20-30 мостов. Мы приехали до стадиона на станцию метро World Cup Stadium. Здесь проходил чемпионат мира 2002 года. Наверное, я не помню точно. Игрался, мне кажется, полуфинальный матч здесь. Вот, можно будет потом погуглить, посмотреть. Короче, сгоняли мы в этот фанатский магазин Сеула, ФК Сеул. Урвали там футболочку. А вот это сам стадиончик. Ну, вокруг гулять не будем. В принципе, стадион как стадион, я думаю. Просто сам факт зачекинились. Yeah, but it's like Adidas or Nike. What's the name of it? Prospect? Korean brand. Okay. Cool. Cool. Yeah. Урвал футболочку Джесси Лингарда. Он хоть и мешок, но это единственный игрок, которого я знаю в составе Сеул FC. ФК Сеул. Когда самообслуживание зашло слишком далеко. Это остро-острое и остро-сладкое? Вот это это еще не остро-острое. все. Господи. Это вот слева, у вас справа остро-остро, а это остро-сладкое. На Сахалине такое называлось даггандён. Это, наверное, острее. Да есть мы все это, конечно же, не смогли. Мне кажется, даже вот этой даже половину не съели. Вот это очень острое оказалось. А это немножко кислое. Уже второй раз видим Тим Хортонс. Это даже попафоснее. Мне кажется, этот первый открылся. Наверное, это первый, да. Тот возле Сити Холла. А тут вот такое здание стилизованное, классное. И там еще у них стаканчик Тим Хортонс. Apple фритер на месте. Все есть. Здесь он почище и покрасивее. Да. Доброе утречко. Если охарактеризовать погоду в Сеуле одной фразой, то это битва говна с мочой. Потому что 4 дня было 30 плюс. Было 30 плюс. И 2 дня поливает так, что все уже залито. Залито уже все. По всем тротуарам бегут лужи. Ну, делать нечего.
приходится таскаться в такую погоду. Все барыги заработали огромные деньги за последние 2 дня на продаже зонтиков возле всех станций метро. Ой, Сиджуша. Посетители кофейни. А вон там еще. Неоднократно видел такие темы я. Может здесь. Щемимся, посмотреть, как тут играют в бадминтон. В парке. Бадминтонные корты. Такое развлечение. В последний день нашего пребывания в Сеуле мы дошли наконец до традиционного корейского рынка. Гуанджан Маркет, один из старейших и крупнейших в Корее, здесь расположено более 5000 магазинчиков и его ежедневно посещает около 65 тысяч человек. Он функционирует с 1911 года, и здесь можно найти практически все, включая всевозможные фрукты, овощи, мясо, рыбу, одежду и сувениры. А особенно много здесь всяких кафешек с традиционной корейской едой. Самый популярный лот называется биндеток. Это лепешки из толченого маша, что само по себе является азиатским родственником бобов. Также очень популярен кимбап. Это аналог японских роллов. Помимо этого продается еще куча всячески приготовленного мяса, рыбы и другого стритфуда. А люди просто берут и садятся кушать в буквальном смысле, не отходя от кассы. Что вообще происходит тут? Какая движуха интересная. Ой, бухают соджу. Привез, значит, нам ингредиенты и уехал.
Короче, пришли мы кушать суши. Суши-конвейер. Каждая тарелочка стоит $2,2. Ну, или 2200 вон. Доллара канадских, соответственно. Вот. Просто все, что мимо проезжает, берешь все, что нравится, все, что красиво лежит. В конце, когда будем расплачиваться, будет считать просто количество тарелок, потому что цена фиксирована за все вот эти блюда. Вот. На столе стоит здесь васаби, соевый соус, редька и квашеная капуста. Вот даже десерты ездят. Вот десертная какая-то хрень. А, это имбирь. Ну да, логично. Так, что-то ты с креветкой поймала какую-то. Это, короче, магазин орешек. Орешки с разными вкусами. Сейчас покажу, что я взял, какие. В чеке будет написано, нет? Нет, в чеке не написано. Миндаль с морковным пирогом. Carrot cake almond называется, да? Звучит не очень, но мне кажется вкусно. Соленая карамель и там еще брецели будут перемешку с пинат, с арахисом, да? Арахис. Здесь сичуанский перец, арахис с сичуанским перцем и кукурузники сушеные. Какой бред. И это миндаль с чесноком, чесночным хлебом. Я сейчас только понял, что цены-то разные сильно, потому что математика не бьется, потому что миндаль дороже, чем арахис. Это что? Так, все. Это заключительное видео должно быть. Простояли 3 очереди. Очередь на чекин. Очень долго чекинили, самый долгий чекин в моей жизни. Что-то перепроверяли. Спрашивали, что мы делаем в Гонконге. Возможно, есть такая тема, что часто нельзя заезжать, а мы там были 15 числа, получается, уехали. Снова возвращаемся. Снова будем заполнять все таможенные декларации и все такое. Не декларации, в смысле, но бумажки на въезд. Может, они думают, что мы визаранеры, и поэтому так под зрением относятся. Короче, долго перепроверяли. Потом досмотр, очередь. Потом паспортный контроль, очередь. Капец. Приехали за 2,5 часа. В 7 где-то, да, мы приехали? Ну да, где-то в 7 приехали. Чуть-чуть позднее, в 7:15 может быть. Вылет в 9:50, и мы вот только подошли к гейту. А время сейчас 9:20. 2 часа мы проходили все эти очереди. Ну, с другой стороны, не сидеть, не ждать, тупо. Стоять, ждать. 4 часа перелет, 5 часов пересадка, 12 часов перелет, 2 часа пересадка, еще 2 часа перелет. Великолепно. Будем в Эдмонтоне. Я не знаю, как мы это переживем. Это будет тяжко, капец. Пора подводить итоги нашей поездки. Следует сказать, что Сеул нас точно не разочаровал, а во многом и удивил. Поездки на такси, как на американских горках, когда водитель набирает текст в телефоне на скорости 160 км в час. Десятки разновидностей жареной курочки в меню кафешек. Аквапарк, где все купаются, закутавшись в 100 одежек и мажут стопы солнцезащитным кремом, чтобы даже пальчик не смел загореть, ведь у корейцев считается круто иметь благородную белизну кожи. Линии метро, на которых можно ехать 4 часа без пересадок. Ну, а также огромное количество зелени в городе и чистые туалеты в метро. Мы постарались запечатлеть наши эмоции и впечатления, а также поделиться ими с вами. И еще разбавили это кое-какими фактами, которые, как мы надеемся, помогут вам лучше спланировать ваше путешествие в Корею или хотя бы просто расширят ваш кругозор. Лайки, подписка, комментарии – все, как всегда, на ваше усмотрение, а мы летим обратно в страну кленового листа. До новых встреч!